Я для себя выработал определенную, стратегию ее можно назвать, сложно вернее назвать, но все-таки я считал, что более или менее я в этом плане буду стараться придерживаться данного факта. Значит, я условно разделил на три составляющих свою, вектор действия в подобных ситуациях, вот, как я описал случай с ранеными врагами. Значит, первое – это обеспечение собственной безопасности, приоритет. Сюда же я включил по мере возможности нанесение, опять-таки с учетом сохранения собственной безопасности, по мере возможности нанесения, в первую очередь, медикаментозными средствами. Любые коллеги, которые особенно со специальности близкими моей, они знают, что, в общем-то, даже из стандартной реаниматологической укладки, из тех 20-30 медикаментов, которые есть в любой реанимации, в итоге сможет докопаться только очень-очень дорогая и углубленная экспертиза, что человек был убит совокупностью этих медикаментов. То есть при желании человека можно убить и так незаметно, что он будет убит этими медикаментами, что, на первый взгляд это будет просто или сердечный приступ, или тот же инсульт, или вообще, скажем так, непонятно. Вот дышал, никого рядом не было, а он вдруг, не захотел дышать дальше. И все. Значит, это первый пункт, то есть обеспечение собственной безопасности и максимальное по мере возможности нанесение вреда вражеским пациентам, скажем так, воинам врага. Второй пункт, по значимости чуть-чуть уступающий ему, это выполнение административных обязанностей, в которые я включил наряду с заполнением стандартной медицинской документации, попросту говоря, сексотство. Попросту, я не потому, что имею в виду это под каким-то снисходительным уклоном, а потому что оно очень точно характеризует, к сожалению, то, что на тот момент было доступно нам, проукраинистам, на тех территориях. В частности, я и не скрываю, что, например, еще с марта месяца определенный пласт людей, и я в том числе, к сожалению, может быть, он и был не такой уж немногочисленный, но, к сожалению, к которому не прислушивались, обо всем, что планировалось, и обо всем, что происходило, мы сообщали в соответствующие станции. По мейлам, по телефонам, по скайпам, в общем, куда только могли. Вплоть до общегосударственного уровня СБУ. В том числе, когда планировался захват, в частности, как пример приведу, нашего исполкома Янакиевского, я достоверно знаю, что в СБУ это было сообщено минимум за неделю. Причем четко указано время, четко указан день. Результата какого-либо противодействия мы не увидели абсолютно. Кроме того, что нам было по телефону сказано, что не волнуйтесь, все под контролем, но, к сожалению, уже к середине апреля этот контроль мы могли лицезреть в худшем его проявлении. Значит, то же самое происходило и с данными ранеными ополченцами, их фамилии, их данные, я был, в общем-то, и их диагнозы, хотя я понимал, может, они ни к чему, но, по крайней мере, все их данные. А в период с 8 июня по 25 июня поступило не менее 60 раненых ополченцев медучреждения. По сути, это было одно медучреждение, 7-я горбольница, ныне центральная городская больница города Янакиев. Фактически все их данные, во всяком случае, я передавал аккуратно, насколько я знаю, еще пара человек, медработников, подобные же ситуации дублировал. Мы стремились получить, по крайней мере, хоть какие-то ответные рекомендации, что же нам, собственно говоря, делать. Но максимум, что мы получили, это галочку уведомления о прочтении наших срочных писем, так называемых.